Всем доброй ночи, друзья мои. У меня не случайно огромное количество денежных работ. Меня тут отвлекли коты, стучатся в окна. Итак, почему я дарю денежные ритуалы и много? Потому что денег много не бывает. Это, наверное, единственное в этом мире, чего много не бывает, и слишком тоже не бывает. Всегда есть куда вкладывать, что купить. Всегда есть кому помочь этими деньгами и так далее. Друзья мои, если вы хотите в этой жизни чего-то добиться, во-первых, нужно уважать деньги, никогда не обзывать денежную энергию, не поклоняться деньгам как божеству, не идти ради во имя денег на все что угодно, даже на низость. Ни в коем случае. Но нужно рассматривать деньги как свободу, финансовую свободу. Нужно иметь подушку безопасности, нужно правильно вкладывать деньги в недвижимость, в какие-то, дорогие предметы. Это после, конечно, у кого слишком много денег, очень много, неправильно сказала. Но вначале вообще обычному человеку лучше вкладывать деньги в недвижимость, в дома, в земельные участки, потому что это переходит из поколения в поколение. Когда люди после смерти родителей бегут продавать все имущество, когда известные люди всю жизнь копят целое состояние, различные редкие предметы интерьера, драгоценности, и после их смерти дети просто делят и на аукционах этих продают, они распыляют свою родовую силу. Как говорят, если дед зажиточный, то сын будет богатый, а внук уже очень богатый. Если каждый раз распылять, продавать, раздавать, терять имущество, которое тебе оставляют твои предки, то в итоге ты останешься ни с чем. Все эти богатые дома, семейные компании, концерны, известные дома мод, известные рестораны и так далее, они все имеют такой накопительный эффект. Нужно иметь финансовую грамотность. Если вы приобретаете что-то ценное, это не означает, что вы обязательно должны это вот прямо сегодня надеть и ходить. Или если вы приобретаете землю, земельный участок, это не означает, что вы обязательно должны пойти там осесть и там жить или прямо сегодня начать строить. Вы должны думать о будущем. Насколько я помню из истории, то есть рассказ из истории, это про семью Борджиа, когда один из не основателей, но наследников этого огромного состояния, имущества, начал спорить с женой, которая хотела купить за очень дорого ювелирное украшение из жемчуга. И тогда он привел ее к своему ювелиру, который был семейный ювелир и выполнял их заказы. И тот сказал, что, понимаете, госпожа, жемчуг – это всего лишь рыбья кость, которая с годами разрушается. Поэтому лучше приобретать такое украшение, которое будет служить и вам, и вашим потомкам. И муж добавил, что когда мы покупаем
украшения мы покупаем не только себе. Мы покупаем своим детям, внукам и правнукам. Мы должны вкладывать деньги туда, то есть на то, что будет служить и нашим потомкам в том числе. Но она все равно на своем настояла и купила этот жемчуг. Но вот мышление, грамотное финансовое мышление дает людям основу. Не обязательно быть миллиардерами, если... То есть, не у всех это получается, и всю жизнь тратить на то, чтобы злиться на судьбу, не стоит. Но быть обеспеченным человеком и дать своим детям основу, это правильно. Поэтому будьте финансово грамотны, изучайте определенные там тонкости мира коммерции, финансовых каких-то организаций там, или людей, которые добились чего-то, чтобы понять, как правильно жить. Потому что многие люди зарабатывают очень много и остаются ни с чем, понимаете? Вот, например, какие-то быстро раскрученные звезды или актрисы, которые были просто нереальной, неземной красоты и зарабатывали миллиарды, и были у них и любовники, и дорогие подарки, и все на свете. И в старости лет они просто остаются ни с чем. Почему? Потому что эти люди вкладывались не туда. Они за эти деньги возили огромные толпы людей отдыхать, всех угощали, всем раздавали, покупали очень дорогие там какие-то вещи, шубы такие, просто нереальных таких цен, стоимости и прочее. Это, конечно, все очень хорошо, но не в начале пути. В начале пути, когда у человека появляются деньги, он должен вкладывать в то, что нужно, понимаете? Мы не живем ради людей, не должны жить ради людей, ради того, чтобы удивить кого-то, чтобы что-то кто-то увидел. Потому что иногда бывает, начинает всех удивлять определенные такие светские львицы, так скажем. Вот сумки Биркин, которые, если честно, мне вообще не нравятся. Напоминает бабушкины вот эти сумки. Тогда у моей бабушки были Биркинов, было полный шкаф. Вот там еще что-нибудь. Леопардовые какие-то чулки за $7000, какую-то хрень. Иногда богатым людям суют там всякий ширпотреб, который можно за копейки купить. Они покупают за очень большие цены, деньги, чтобы выпендриться, чтобы вот покрасоваться. Вот я там. И проходит время. И те, которые как бы молча, тихо жили, и вот эти так называемые светские львицы, которые оказываются потом на помойке истории, и те, которые тихо жили, оказывается, у них 3 квартиры, большие дома, еще какие-то вклады и так далее. И вот эти вот вечно в центре внимания, вечно с какими-то дорогими сумками и туфлями, ничего не добились. Вкладывайте туда, куда нужно вкладывать. Не обогащайте вот эти мошеннические компании, которые просто, продают очень дорого ничего. То есть сумка, которая тебе нравится, может стоить там 5000, замечательно красивая сумка, 1000 раз красивее и лучше, чем этот Биркин, который там несколько миллионов. Зачем оно нужно тебе? Чтобы показать кому-то, чтобы на какой-то свадьбе проехаться, показать. Но ты можешь вместо этой сумки купить дом в селе. И иногда ехать туда отдыхать, привести себя в порядок. Почему люди выгорают? Потому что они не всегда понимают, что деньги им дают очень большую свободу и возможность восстанавливать себя. Вот я пришла к выводу, что для того, чтобы восстановить свою нервную систему, свое моральное состояние, уровень свой вот духовный, нужно иногда сбегать в деревню, на природу и
разумные люди давно это поняли. Мировые просто известности, у них есть какие-то тайные места, куда они уезжают, уединяются. Это какая-то сельская местность, какой-то деревянный дом. Вот недавно смотрела, художник купил крестьянский дом, красивый такой, добротный, но нужно было восстанавливать. Вот он восстановил, живет там уже 40 лет, далеко от цивилизации, известный художник. Возит свои картины и так далее в Париж, там еще куда-нибудь. Но живет он просто вот так, как ему хочется. Ему не нужны эти светские вечеринки. И он продержится долго, он проживет долго, он очень многое создаст. Мы платим дань большим городам, большим связям. Чем более известным мы становимся, чем больше нам хочется быть публичным человеком и соответствовать обществу, как в стародавние времена люди лезли в долги для того, чтобы соответствовать обществу, статус своей семьи показать. Как и сейчас вот эти свадьбы за 20, 30, 40 миллионов люди лезут в долги, отдают это 20 лет. Но для чего? Чтобы шоколадные фонтаны били, чтобы артисты выступали. Но для чего? Кому это нужно? Это нужно, чтобы показать свой статус. А когда человек падает, когда у человека проблемы, все эти гости, которые пришли и аплодировали, и удивлялись, и восхищались, где эти люди потом? Они исчезают. По сути, человек работает, вкладывается, мучается ради абсолютно фальшивых, абсолютно бесполезных, ненужных людей. Понимаете, о чем я говорю? Зарабатывайте и не разбазаривайте. Правильно тратьте, тогда деньги у вас будут всю жизнь. Потому что они любят правильных людей. Не жадных, не алчных, но правильных людей. Человек, который разумный. Да, изначально, когда деньги попадают в наши руки, мы тратим на всякую фигню, потому что мы хотим насытить вот это вот, то, что у нас не было никогда, мы хотим это получить. Но когда несколько лет вы так живете и получаете это все, нужно остановиться и вкладывать свои финансы правильно. Силы вам будут давать эти деньги, но если вы будете вести себя глупо, никакие деньги у вас не соберутся. Этот ритуал, наверное, скорее всего, для ленивых, я бы вам сказала, потому что это быстренько начитать, сделать и как бы призвать деньги в свою жизнь. Разложите просто купюры, любые, большие, малые купюры, какие у вас есть, естественно, любой страны. Но еще одно. Если в вашей стране нету мелких денег, то возьмите мелочь любой страны, но те деньги, которые сейчас в обиходе, которые живые деньги, не старые монеты, не антикварные, не и так далее. Деньги, которые сейчас как бы существуют, в них есть энергия. В тех старых монетах совершенно иная энергия, там другие ритуалы проводятся. И проводят таким образом. Значит, нужно раскладывать, разложить. Можете веером, можете как вам удобно, можете полукругом, кругом и так далее. И сверху надо вот таким образом читать. Значит, вот так берете, бросаете, прочитали. Бросаете. Можно часто, можно несколько раз. Сейчас я не буду делать, потому что это меня будет отвлекать. Левой рукой. Левая рука отвечает за наше подсознание, за логику. Левая рука берет, приманивает. Правая рука отвечает за сознание, за четкий ум и где-то расчет холодный. Потом правая рука отдает миру, а левая забирает. И поэтому не всегда, конечно, но в некоторых ритуалах это очень важно. Кроме всего прочего, левая сторона – это дорога к сердцу, прямая. То есть это чувствительность, это связь с твоими желаниями. То, что ты
воплощаешь в жизнь, и то, что ты свое желание берешь левой рукой. Поэтому левой рукой мелочь кидайте на большие купюры и 6 раз читайте этот заговор. А он следующий. Монеты звенят, деньги в дом зовут, на звон заманивают. Деньги местные да заморские, маленькие да великие. В гости ко мне собираются, мои амбары да сундуки наполняются. В закромах моих добро набирается. Пусть деньги ко мне липнут, на голову сыпятся. Река золотая, берега алмазные, двери медные, ключи булатные, замки укладные. Возьму ключ булатный, открою замок укладный. Двери медные распахну, богатство царское себе заберу. Как на небе звезд не сосчитать, так и мне только богатую долю знать. Ключ, замок, язык, заклято. Еще раз. Монеты звенят, деньги в дом зовут. На звон заманивают. Деньги местные да заморские, малые да великие. В гости ко мне собираются. Мои амбары да сундуки наполняются. В закромах моих добро набирается. Пусть деньги ко мне липнут, на голову сыпятся. Река золотая, берега алмазные, двери медные, ключи булатные, замки укладные. Возьму ключ булатный, открою замок укладный. Двери медные распахну, богатство царское себе заберу. Как на небе звезд не сосчитать, так и мне только богатую долю узнать. Ключ, замок, язык, заклято. Монеты звенят, деньги в дом зовут. На звон заманивают. Деньги местные да заморские, малые да великие, в гости ко мне собираются. Мои амбары да сундуки наполняются. В закромах моих добро набирается. Пусть деньги ко мне липнут, на голову сыпятся. Река золотая, берега алмазные, двери медные, ключи булатные, замки укладные. Возьму ключ булатный, открою замок укладный. Двери медные распахну, богатство царское себе заберу. Как на небе звезд не сосчитать, так и мне только богатую долю узнать. Ключ, замок, язык, заклято. Прочитала 3 раза, вам нужно 6 раз. Одно но. Вот эту мелочь тратить нельзя. Вы должны эту мелочь собрать в какой-нибудь мешочек и прятать. И время от времени продолжать. Если потратите, просто нужно повторять обязательно. С другой мелочью, потому что он потеряет силу. Вы заманиваете на эти деньги. Большие деньги можете тратить, можете собирать, это не имеет значения. А вот эти вот никак нельзя тратить. Поэтому возьмите там, ну здесь я много собрала. 10, 20, горстку монет, сколько хотите. Неважно какого цвета, какой мешочек и так далее. И луна тоже здесь не имеет никакого значения. Это можно провести в любое время. Днем, ночью, когда хотите. Простые, но все гениально и просто. Вы сами потом заметите, что чем больше вы проводите разные работы, тем больше вы усиливаете свою связь с этими силами. Вы просто усиливаете вот эту дорогу, вот эту невидимую нить к себе привязали, и через эту вот нить к вам будет притягиваться, приходить и деньги, и удачи, и прочее, прочее. И силы, они все время будут начеку, будут с вами рядом. Человек, который не пробует, когда мне иногда пишут под роликом, я попробую, проведу, посмотрим, может, поможет, не надо вам трогать. Вы уже изначально не просто усомнились, вы показали свое недоверие, неуважение. Я попробую, может быть, поможет, может, не поможет. Не трогайте, не поможет вам. Вы должны сначала прийти, провести, убедиться, что помогает, и дальше делать. А не изначально запланировать, что, навряд ли, конечно, поможет. Посмотрим. Не надо. С таким настроем не трогайте. Живите дальше в своем болоте, вас это устраивает. Всем удачи!